Максим Галкин улетел из России из-за подозрений в убийстве Аллы Пугачевой. Хочу напомнить, что ночью Аллу Пугачеву нашли мертвой. Приблизительная оценка причины смерти певицы было алкогольное отравление, но впоследствии медики обнаружили в ее крови неизвестное вещество, которое легко растворяется в воде. Это было лекарство для людей, страдающих пониженным давлением, причем доза была в 4 раза выше нормы. Алла Пугачева с 45 лет страдает повышенным давлением, ей противопоказан алкоголь и тем более любые лекарства, которые это давление повышают. Из всего этого можно сделать логический вывод, что Пугачеву кто-то намеренно отравил. Певица прекрасно знала о своем недуге и никогда не рискнула бы выпить таблетки, да и зачем они ей. Вот что еще удивительно, сразу после новости о смерти Аллы, Максима Галкина заметили в аэропорту Домодедово. Он улетел в неизвестном для журналистов направлении, но его розыском уже занялись специальные службы. Ранее многие проблемы со здоровьем у примадонны обсуждались в сети, сейчас предоставим вам самые яркие моменты. Что происходит со здоровьем Аллы Пугачевой? Алла Пугачева сделала откровенное признание о своем здоровье. После рождения двойняшек Гарри и Лизы, в этом году детям Аллы Борисовны и Максима Галкина исполнится 5 лет, Пугачева реже стала выходить в свет. Завершив гастрольную деятельность и поселившись в замке в деревне Грязь, примадонна начала спокойнее относиться к своему стилю, и в инстаграме звезды все чаще стали появляться фотографии без грима. Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет, комментировала свои фото без боевой раскраски звезда. Даже к журналистам Пугачева однажды вышла без косметики, в скромном платочке, без привычного эстрадного блеска. А недавно продемонстрировала перед камерами, что носит поверх волос шиньон, сняв накладку. Это я для своих детишек надеваю. Мне трудно дышать и ходить. Шумихи прибавилось, когда Пугачева появилась на избирательном участке в джинсах, розовой кофточке, темных очках. Комментаторы снова возбудились, слишком молодежный прикид. И почему это она в темных очках ходит в помещении? Были и совсем хамские комментарии по поводу возраста и внешности. И тут Алла Борисовна не сдержалась. Люди добрые. Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей, написала Алла Пугачева в соцсетях. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше. День спустя на юбилейном вечере Ильи Резника Аллу Пугачеву окружили за кулисами Кремлевского дворца журналисты. Спросили, почему вы решили ответить хамом? «Я старая больная женщина», — сказала певица. «Увидела, что меня назвали бабушкой-старушкой с подагрическими ногами. И я решила закрыть этот вопрос и сказать правду. Врачи запретили пластику. В сети все чаще появляются новости, мол, Пугачева в очередной раз омолодилась, посетила пластического хирурга. Но сама певица смеется над этими предположениями, дескать, рада бы, да врачи не велят. Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Напомним, из-за проблем с сердцем певице пришлось пережить 4 операции. В 2010 году стентирование в научном центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Бакерии. А до этого у артистки были 2 операции на сердце в медико-хирургическом центре имени Пирогова. Тогда в интервью КП Алла Пугачева объяснила, что ей пришлось уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. Организм не выдерживает нагрузок гастрольной жизни. Я могу в любой момент записать новую песню. Но петь сейчас не могу, пока еще плохо с голосом. Врачи после операции на сердце запретили мне волноваться, нервничать. Вы же не хотите, чтобы мне стало плохо на сцене, делилась с КП Алла Борисовна. В мае прошлого года примадонне снова пришлось лечь на больничную койку. У мамы был сердечный приступ, рассказала комсомолке Кристина Арбакайте. В итоге ей поставили еще один стент в НИИ имени Вишневского.
Борьба с лишним весом. Долгие годы АБ пыталась стать стройнее и даже лежала в клинике для похудения. Но вес почти всегда возвращался. Ох, сколько я этих диет знаю, смеется. У меня был такой случай. Я отдыхала в Италии и увидела в бутике потрясающие платья, рассказывала КП Алла Пугачева. Мне нужно было похудеть для него на 8 килограмм, хотя я на тот момент в общем-то худенькая была. И мне рассказали про одну эффективную диету. 2 дня я ела только обезжиренный сыр и запивала его бокалом белого вина. Причем сыр нужно есть, только когда действительно хочешь есть. Остальные дни можно было есть только постное отварное мясо и запивать его красным вином. Соблюдать в Италии такую диету просто, потому что там столько сортов сыра, такой выбор мяса. Диета потрясающая, я очень похудела и влезла в платье своей мечты. Но мне так хотелось жрать. У меня до сих пор висит это платье на даче. Иногда открываю шкаф, смотрю на него и говорю себе: ничего, когда-нибудь я его обязательно еще раз надену. А вот после рождения детей Пугачева стала очень стройной. Пришлось даже старую одежду перешивать. У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами, рассказал стилист звезды Алишер. Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера. Сама Пугачева в ответ на расспросы о диетах отвечает кратко: «Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась. Темные очки носит из-за проблем со зрением». Впервые глаза подвели Аллу Борисовну еще в 1983 году. Будучи на пике славы, Пугачева внезапно ослепла. Осложнение после ОРВИ. Лечение не помогало, поэтому певица обратилась к знахарке. То ли от ее вмешательства, то ли организм справился сам, но зрение восстановилось. Недуг вновь дал о себе знать в начале 90-х. Из-за очередной простуды зрение у звезды снова пропало. Друзья, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, люди должны знать правду про наших звезд.